Представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп. Неделя с 9 по 15 октября. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. И сегодня у нас колода 78 дверей. Это метафорические карты. И я так надеюсь, глядя на образы, и если интуитивно приложить какую-то вашу ситуацию, определенный инсайт вы получите или сумеете просчитать, может быть, что-либо на пару шагов вперед, или какой-то альтернативный вариант для себя продумать развитие событий. И я уже приготовила колоду. Давайте первую карту достанем, и она у нас будет называться «Что важно знать», что на этой неделе для вас будет наиболее актуально. Чего не избежать с 9 по 15 октября, по мнению карт? Чему сейчас не время? Или что нам может помешать? А что нам будет помогать? Что скрыто? Вот давайте такую карту достанем. Может быть, мы чему-то не придаем значения, или от нас намеренно скрывают. И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, денежная энергия, личная жизнь. И совет от карт. Давайте подытожим наш расклад. Итак, первая карта. Что важно знать? Карта императрицы. Это карта власти. Но власти добрые. Может быть, это вы в таких энергиях, когда вы кому-то помогаете. Может быть, и кто-то вам, мои дорогие, тоже помогает. Когда я себя чувствую более уверенно, потому что я как поддержку чью-то ощущаю. Причем эта поддержка может быть и в материальном эквиваленте. С другой стороны, эта карта может говорить и о вас, когда вы правда кому-то помогаете. У нас стоит императрица и двое детей как будто. И она им, ну, или подарки какие-то собирается давать, они или просят у нее что-то. То есть тут нужно где-то держать баланс между «хочу» и «могу». Могу ли я на сегодняшний день кому-то помогать до бесконечности? Вот правда, тут может такое проиграться. Или, может быть, это ваши дети, ну, понятно, тогда, значит, надо тоже, смотря какой вопрос, вопросы самые разные, оценить реально какую-то обстановку, которая есть у вас, и что от вас ждут люди. Вот, может быть, кто-то из вас как раз окажется в этой ситуации, и она будет касаться конкретно вашей семьи. Хотя по этой карте нам уже говорят, у вас ресурсная неделя, мои дорогие. Но просто себя обесточить или как-то неправильно распределить свои возможности, силы, ресурсы, финансы, все что угодно. Здесь мы себе можем навредить. Поэтому какой-то расчет определенно нам помогает. Но и с другой-то стороны, у вас сильная позиция. Самое время для себя сделать что-то очень хорошее, важное. Давайте мы посмотрим. Неожиданности. Ну разве какие-то двери перед нами, возможности откроются, новые возможности заработка? Может быть, это вы будете как будто ожидать кого-то, или вы куда-то соберетесь поехать для того, чтобы какой-то свой план осуществить, или вы будете думать над усилением собственных позиций каких-то, или, знаете, мои финансовые перспективы на будущее. Вот такое тоже может быть. Что я могу заработать по данной профессии, или если вы меняете профессию, или на данном месте работы. Хотя сама по себе карта, да с учетом императрицы, девятка пентаклей, это какая-то прочная материальная позиция. Мы можем что-то как свой успех заложить на этой неделе. Или вы, может быть, если вы были в каких-то сомнениях в правильности выбора, или как вот, например, каким способом я зарабатываю деньги. Может быть, вы до этого, ну, тоже была какая-то финансовая ситуация, которая неоднозначная. Вот что-то меняется, и приходит уверенность. И самое главное, нам карты говорят, что вы, мои дорогие рыбы и рыбки, можете настолько прочный фундамент построить своих материальных благ, своего положения на будущее, положение в обществе. Ну, все, что не задумай, по девятке пентаклей, это все в плюс. Может быть, неожиданности, когда мы
решили поменять жилище. Поменять, имеется в виду переехать, может ближе у кого-то подальше. Мы меняем как будто нашу дислокацию. Вот такое вполне вероятно тоже у кого-то проиграется. Но как будто для нас это будет еще лучше тогда. Вот любому вашему решению нужно уделять внимание. Как будто к вам сейчас будут приходить очень правильные умные мысли или вот те самые решения. Через подсказку, даже если интуиции, то мы по императрице, это ведь любой план рождается где-то в ментальности, а потом императрица как раз это может все организовать в какой-то реальности. Вот что-то подобное происходит на этой неделе для вас. Чему сейчас не время? Ну, наверное, нагружать себя всеми возможными работами или, знаете, быстро откликаться на чьи-то просьбы. Все же по девятке жезлов мы здесь строим защиту какую-то. С одной стороны, мы не должны где-то обособиться от людей, от внешнего мира. Но и с другой стороны, нам карта говорит, если ты будешь словно пытаться двигаться в нескольких направлениях, ты себя обесточишь, в итоге ты ничего не добьешься. Какие-то собственные позиции вы должны сейчас укрепить. А если мы войдем в какой-то режим многозадачности, когда я могу все и сразу, может быть, как и помочь, может быть, так и проучаствовать в жизни, может быть, даже близких людей. То есть тут какой-то тонкий очень вопрос, мои дорогие рыбы и рыбки, когда нужно правильно рассчитать свои силы. Не время, может быть, двигаться в нескольких направлениях или думать, что я сейчас могу все. А действительно ощущение таково, что я могу все. Позиция-то у вас достаточно сильная. И она может где-то вам давать такую иллюзию, что я сейчас за что ни возьмись, у меня все получится так вот. Раз и готово. По щелчку. Так не произойдет. Вот, видимо, этому не время. А что помогает? А вот посмотрите, интересно, да? Семерка жезлов. Если в этой колоде карт самое главное это двери у нас. Либо они открыты, либо они закрыты, да? И как их открыть? Так вот, императрица, понятно, она сама открывает двери. И по девятке пентаклей тоже. А семерка жезлов нам показан человек, который грот камнем. И непонятно, не то закрывает, не то открывает. И вот в позиции вам помогает. Вам придется четко распределить, где вы будете где-то уходить, может быть, от какой-то ненужной ответственности, от какой-то ненужной нагрузки. По сути, я вот только что об этом говорила. От того, что вас может по времени, знаете, как приковать к одному месту или словно ограничить в действиях. Потому что если вы кому-то пообещаете, я это сделаю, к примеру, то вы должны это будете сделать. Вам иначе скажут, ну ты же обещал или обещала. А мы свою какую-то канву не просчитали, а уже в какие-то впрыгнули обязательства. Вот поэтому думайте, кому же мы откроем этот грот и перед кем мы закроем. На что мы согласимся, а кому скажем нет. Вот такое правильное распределение сил для вас, вам помогает, мои дорогие. Все то, что я говорила по девятке жезлов. Что скрыто? Какой-то подарок. Может быть, увеличение финансового дохода. Или как-то тут вопросы так идут. Очень приятно, хорошо развиваются события, что вы с большим оптимизмом уже смотрите в будущее. Здесь нам показано буквально хижина не такая богатая, и ребенок как будто выбегает. Явно он до этого не видел какие-то чудесные игрушки, такие разноцветные, богатую корзину. И столько подарков сразу в одном месте, может быть и так. И здесь вот как будто мы получаем такую возможность. Это может быть как дополнительное получение денег или сама по себе есть какая-то реальность, которая перед вами открывает новые возможности. Важно воспользоваться, не думать, что так будет всегда. Взять этот подарок надо. Для вас, знаете, может, как Вселенная, вот какой-то такой вариант предоставить. И именно по части заработков или работы. Все-таки это у нас пентакли, которые вы должны, может быть, освоить или как-то взаимодействовать с этой возможностью, или куда-то, может быть, отправиться, или на что-то откликнуться. Одним словом, мы сами открываем двери. Вот двери навстречу будущему открыть и новым способом работы или заработка. Я вижу именно так. Дела, работа, бизнес. Ну, тут правда, ресурсная неделя, помимо всего прочего, у нас тут маг-волшебник показан, туз жезлов, это карта возможностей, нам еще раз, вот ко всему, что я говорила,
говорит о том, что, правда, в эту неделю мы как будто можем решить очень многие вопросы, даже из разряда тех, которые, в принципе, решить сложно. У нас вот, если мы сказали про двери, тут дверь закрытая, но наш маг-волшебник, он как будто знает тайный ключ, тайную фразу, и от взмахов рук эти двери откроются. Для вас нет ничего невозможного, поэтому вам как будто, мои дорогие рыбы и рыбки, нужно сочетать в себе сразу несколько стихий. Обязательно какой-то рационализм, веру в собственные силы, абсолютно точно. И вместе с тем какую-то реальность, чтобы эти силы правильно применить, а не растиражировать. Мало что правильно, так еще и вовремя чего-то не упустить. И еще один момент, ваша интуиция. Вот есть то, что может быть из разряда иррационального, что видите вы или вы чувствуете. Это не объяснишь, никому не пояснишь, может быть, и не нужно даже. А вот использовать какие-то свои, как подсказки шестого чувства, так соединив с возможностями, с какими-то предложениями, вариантами, и для себя вот этот самый шанс на долгое будущее, словно заложить свой успех или решение какого-то вопроса. Но есть перспектива, понимаете? Поэтому есть в вашей власти вот что-то, что вы для себя должны именно решить на этой неделе, не просто со знаком плюс, а что-то грандиозно хорошее. Поэтому будьте внимательны. Финансы. Чудесно. Если это возможности, а это карта радости, то с кубков. Конечно, тут могут быть как и поступление денег, как и вообще перспективы, может быть, по финансам новые, открывшиеся. Но это кубки. Кубок иногда туз кубков. Это благополучие или, знаете, благосостояние, баланс по всем сферам жизни. И пусть она у нас выпадает на финансы, материализм, увы, мы от него тоже никуда не уйдем. Но тогда эта карта будет как раз говорить о том, что перед нами новые возможности. Или это событие, которое связано с увеличением, пополнением в вашей семье. Такое тоже возможно. Но я бы сказала, для большинства, даже для тех, кто один или одна, все-таки это ваши возможности, которые вы видите. Есть какой-то ваш интерес, правильно распределить силы. Это не только на эту неделю. Это вы как будто только старт возьмете на эту неделю или какой-то трамплин. И вот продолжить что-то, это будет очень важно. И тогда получите туз кубков. Ну и на этой неделе тоже какие-то приятные события. В личной жизни, ну тут не совсем, может быть, и про личную жизнь, это, наверное, все то, что я говорила, обратите внимание, пятерка кубков. Дверь, как будто, если мы сказали, опять же, про двери, дверь горит, девушка у нас сидит на втором этаже, и уже пламя от этой двери поднимается ко второму этажу, и уже нужно действовать, а она сидит, она кричит. Ей кажется, я погромче крикну, сейчас все прибегут. А нам показывают, да где нету никого. Никто не слышит, никто не видит. И вообще темновато, как будто, может быть, уже сумерки. И ждать помощи неоткуда. И единственное, что нужно сделать, это первое. Решиться. А потом прыгнуть. Вот что-то подобное у вас на этой неделе. Поэтому решайтесь, мои дорогие. Как будто альтернативы нет. Или останемся мы там сидеть, и, ну, будь что будет, отдаем тогда судьбу на волю случая. Или даже если мы делаем какой-то квантовый скачок или прыжок как будто, и мы не можем рассчитать, хотя ведь нам показано, посмотрите, не такое высокое расстояние. Ну, хорошо, не умеем прыгать, ну ладно, шишек набьем или что-то там подвернем, может быть. Живы-то мы останемся в конце концов, но прыгнуть как будто стоит. Понимаете? Как будто нет другого выбора, понимаете? Вот такая ситуация у вас может быть. Не совсем про любовь нам тут говорят, а вообще в целом что-то важное на повестке недели может для вас стоять. Совет от карт, давайте мы узнаем. Самое главное, мы не должны что-то поставить на паузу или участвовать сразу во всех возможных делах. Мы не должны себя обесточить. И снова повторяю, чего-то кому-то, наверное, либо вы откажетесь, либо кому-то скажете нет. Иначе прогресс как будто невозможен. С другой стороны, нам придется действовать, может быть, совсем не так, как мы предполагали. Может быть, нам нужно попросту, если даже что-то там у нас не получилось, или какой-то план у нас как будто не сработал, это не значит, что что-то не получится. Это лишь значит, что мы неправильные действия избрали, понимаете? И вот о чем нам говорит карта. Поменяй стиль действий. Нам изображен человек, я надеюсь, хорошо видно, который
расположен за стеклянной дверью, то есть дверь стеклянная. И он напирает на нее, кричит, нам показано, и художник прорисовал его в каком-то шутовском костюме, то есть он всеми силами пытается привлечь к себе внимание, вместо того, чтобы выйти из этой двери. И все люди проходят мимо. Он наблюдает за этой жизнью, словно через стекло. Но никто не смотрит на него, и никто не спешит к нему на помощь, никому не интересно. Вот такая ситуация может быть для вас, что вы только сами себе интересны, только от ваших каких-то действий будет зависеть ваша жизнь. Единственная девочка остановилась, но обратите внимание, руки у нее за спиной, она не собирается ничего делать, ей просто любопытно, почему этот взрослый человек кричит и давит на дверь, а ведь на самом-то деле ключа нет. За дверь нужно не напирать на нее, а сделать по-другому. Открыть на себя. И вот карта говорит, что от вас какие-то альтернативные как раз варианты действий или рассмотреть какие-то возможности, на что-то согласиться, воспользоваться чем-то на этой неделе будет очень важно. Это какое-то очень хорошее будущее вы можете уже как будто как фундамент заложить на этой неделе. Что-то для вас может решаться очень важное. Может быть и по личной жизни. Но я бы все-таки больше еще и сказала в плане вашего самовыражения, ваших личных достижений, здоровых амбиций, честолюбия и заработка денег тоже. Перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки, и будьте счастливы и любимы всегда.